Христианские организации со всего мира собрались, чтобы создать учебную программу для международного обучения. Цель этой программы – помочь христианам различных национальностей лучше понять свою веру и стать искренними последователями Иисуса Христа. Данный курс называется «Обзор Старого Завета». Преподает Кристофер Горнолд Смит. Урок 6. Welcome again to our studies in the Old Testament. Добро пожаловать на урок изучения Старого Last Завета. time that we were together, В прошлый раз, когда мы вместе изучали Старый we were Завет, looking at the covenant that God made with Israel at Mount Sinai. мы говорили о том завете, который Бог заключил с Израилем на горе Синай. We saw that this covenant was in the form of an international treaty. Мы увидели, что этот завет был заключен в виде международного контракта. And God played the part of the great king, the overlord. И Бог играл роль великого царя, надзирателя. And Israel pledged and promised their allegiance, their loyalty to God. Израиль обещал быть верным Богу. We also saw that the covenant involved law. Мы также увидели, что в этом завете включены элементы закона. Not only the Ten Commandments, Не только 10 заповедей, but many laws for the lives of the people. но многие другие законоположения из жизни And других that людей. these laws usually reflected something in the nature of God. И эти законоположения обычно отражают нечто относительно природы Божьей. Sometimes there were quite harsh penalties, Иногда мы имели дело с очень суровыми наказаниями. but the punishments were really a limitation of what could be done. Но наказания это были ограничения того, что должно было быть Saying, сделано. this can be the punishment for this, but not more. Например, это может быть наказанием вот за это, но не больше. And in other cases, the punishment was a necessary and compulsory thing which had to be done. В других случаях наказание было So обязательным. this showed people they had a moral responsibility. Это говорило людям о том, что у них есть моральная обязанность и ответственность. If they broke the law they had promised to keep, they must suffer the consequences. Если же они нарушили обещание исполнять закон, который они обещали исполнять, то должны There будут is быть и another side to the последствия. covenant, Есть и другая сторона завета. and that has to do with the ceremonial or religious rituals. Это связано с церемониями или религиозными ритуалами. They set aside one of their tribes, the tribe of Levi, as priests. Они как бы выделили особое колено левитов, как колено священников. And God gave them many details of how they were to worship Him. И Бог указал им многие детали, как они должны поклоняться Ему. They were to set up a tent. Они построили палатку. All of them were living in tents at that time, Все они жили в палатках в то время, but this was a very big tent, но это была большая палатка. a magnificent, beautiful tent. Большая, красивая палатка. First they made a framework out of wood, Сначала они сделали как бы раму или корпус, каркас из дерева. then they covered that with gold. Затем они покрыли его золотом. Across that they draped curtains which were embroidered Вокруг они сделали занавесь, in которая blue была and окаймлена. red and purple. И они были разными цветами, красное, Over фиолетовое. that were many other kinds of different coverings. Поверх этого было очень много различных других покрытий. And then around that was a big courtyard, an open area. Затем впереди был двор, большой, открытая такая местность. And then a wall around that made of linen cloth. Затем были сделаны стены из Which was on льна, posts with silver tops
И столбы были, которые оканчивались как бы серебряными наконечниками. Copper bases at the bottom. А основания были сделаны этих столбов из меди. So, in this way, they worship God. И вот таким образом, в таких обстоятельствах они служили Богу. Now, this we call the tabernacle. И мы это называем скинией. The first purpose of the tabernacle was this. Первостепенная цель скинии была следующей. It helped to unify the people of Israel. Она помогала объединять народ в Израиле. Now, let me mention a city. Позвольте мне упомянуть вам When I город. do, I want you to think of a picture in your mind. Я хочу, чтобы вы нарисовали себе картину в вашем воображении. Let me mention a city like New York. Позвольте привести вам в пример город, скажем, такой, как Now think of Нью-Йорк. a picture. Представьте себе картину. Did you think of the Statue of Liberty holding the torch up? Вы стали думать о, скажем, статуе свободы, которая держит Or факел в perhaps руке? all those tall buildings in the Manhattan skyline? Или же эти высокие небоскребы в Манхэттене? Have you ever seen a picture of Paris? Вы когда-нибудь видели картину Парижа? If I say Paris, Если я скажу Париж, what comes to your mind? что к вам сразу приходит на Perhaps it's мысль? the Eiffel Tower, Наверное, Эйфелева башня. or maybe the Arc de Triomphe. the Или же, arch. может быть, Триумфальная If I арка. say Moscow, Если я скажу Москва, you probably think of Red Square and the walls of the Kremlin. вы, наверное, начнете думать о Красной площади и о Кремлевской стене. And so it goes on with cities all around the world. И точно так же дело обстоит со всеми If городами you по think всему of your миру. own capital city, Если же вы подумаете о своей столице, you think of something in the center of it. вы думаете о чем-то, что находится в центре этого And города. that is a symbol of the whole city. Это символика, символ всего It города. gives you something visual to focus on. Вам дается нечто визуальное, очевидное, на чем можно Sometimes I сконцентрироваться. have been to places which had no center. Иногда я бываю в местах, которые не имеют центра. Just a lot of houses, Очень много домов, a lot of offices. много But there was офисов, no place that you could say, I'm here. но нету такого места, чтобы можно было сказать, я вот здесь. There was no special building to symbolize the place in your mind. Нет особого места или здания, которое можно было бы символизировать в It was нашем like a разуме. community without a soul. Это как общество без души. It seemed to have no character to it. Кажется, что нету характера в нем. Now, when God established the tabernacle in Israel, Когда Бог установил скинию в Израиле, something changed in the Israelite camp. нечто произошло, нечто изменилось в израильском Before лагере. that, it had just been lots of tents. До этого это было просто много палаток. All the different tribes in their different tents. Различных очень много было колен и различных палаток, шатров. Now it was like a wheel. Сейчас получилось как бы колесо. In the center of the wheel, like the hub, И в центре колеса, как was где the ось beautiful проходит, tent where they worshipped God, the tabernacle. прекрасное, красивое место, где они служат Богу, скиния. And then all around that И were the tribes of Israel. Вокруг этого были колена израильские. All of their tents were in straight lines, И все эти шатры, палатки располагались по прямым, like the Линия. spokes coming into the wheel. как вот спицы, которые исходили от центра колеса. And so the tabernacle helped to unify the Israelites. И эта скиния помогала как бы объединять израильтян. If an Israelite stepped outside his tent, Если израильтяне выходили со своей палатки, he со своего could шатра, look straight down between all the other tents and see the tabernacle. и они прямо посмотрят между другими шатрами, они увидят скинию. Something beautiful. Нечто прекрасное. And it represented the covenant with God. И оно представляло завет с Богом. Inside that tent Внутри этого шатра, этой was the палатки, Ark of the Covenant, был ковчег завета, covered with gold, покрытый золотом, and inside it и внутри его were the tablets of stone with the Ten Commandments on them. были скрижали с 10 заповедями.
So everybody knew that they were tied to each other by being tied to the covenant. И все знали, что все, что было связано со Скинией, было связано с Ковчегом Завета. Do you remember what we said a little time ago about identity and community? Помните, когда мы уже упоминали в нашей беседе о опознавательности, об обществе? The identity of the individual Israelite was in the community. Опознавательность как личности в обществе израильтянина. He belonged to the people of God. Он принадлежал к народу Божьему. And the center of that was their covenant relationship with God. И центром всего этого являлся завет, взаимоотношения с Богом. The tabernacle also taught a spiritual message to Israel. Скиния также преподала духовный урок Израилю. First, the Israelite had to learn about holiness. Прежде всего, Израиль должен был научиться святости. Imagine how they came to God. Представьте себе, как они пришли к Богу. First, they would be washed and clean and wearing clean clothes. Прежде они должны были омыться, одеть чистые одежды. Then they would come to a wall of cloth hanging on these posts. Затем они подошли бы к одежде, висящей на столбах. It was quite high. They could not see over the top of it. Это было очень высоко, они не могли видеть поверх этого. There were beautiful embroidered curtains. Там была занавесь, и она была красиво оформлена. They would go through that Они проходили через нее, and be received by the priests, и потом их принимал священник, and the priests could represent them to God. и затем священник их представлял Богу. There was a place for the priests to wash, a laver. Там было место для священника, чтобы омываться, умывать руки. They Это were был wearing умывальник. white robes Он носил белые одежды, белый that were very халат, clean. который был очень Then there чистым. was a place to offer sacrifice for sin. Затем было место для приношения жертвы за грех. There had to be cleanness not only in the body and the clothes, but in their hearts when they came to God. Чистота должна была быть не только в одежде, но также и в их сердцах, когда они приходили к скинии. Then there was the tent itself. Затем была сама скиния или палатка. The ordinary Israelite could not go there. Обычный израильтянин не мог туда войти. The priest could go in, Только священник мог входить. and he went into the holy place. И затем он входил в святое святых. There was a gold table Там был золотой стол with bread on it. с хлебом на столе, It reminded them that God gave them their daily bread, напоминающий о том, что Бог посылает насущный хлеб and ежедневно. that they must also give their things to God. И поэтому взамен они должны были отдать должное свое Богу. There was a beautiful lamp in there with 7 lamps on it. Там был прекрасные светильники с 7 подсвечниками. And then a gold altar where they burned incense in the presence of God. И затем там горели курения, That благоухающие для represented their Бога. praise and their worship. Это представляло или олицетворяло прославление и The whole поклонение. thing was symbolical. Все, конечно, было символическим. And then there was another curtain. Затем еще одна была занавесь. Beyond that was an area called the Holy of Holies. За этой занавесью было место, которое называлось Святое There, Святых. not even the priests were permitted to go. Туда даже священнику не Only разрешалось the high входить, priest. только первосвященнику. And he only on one day in the year, И он входил туда только один раз в год. the day of atonement or covering for sin. День искупления, покрытия And he грехов. would take the blood of the sacrifice which had been offered for the sin of the nation. И он брал кровь жертвы, которая приносилась в жертву за нацию, за весь народ. And he would take incense. И он брал тогда And he would go благоухание into the Holy of Holies. и входил в Святое Святых. And there was the Ark of the Covenant, the box with the treaty document. И там был ящик с документами, ковчег с заповедями.
They knew that on those tablets of stone in the box were the laws of God. И он знал, что на этих скрижалях в этом ковчеге был закон Божий. And that they had failed and sinned and broken that law. И они нарушили этот закон, они согрешили. But they had offered a sacrifice, and God would accept that and И forgive они them. должны были приносить жертву за этот грех, и Бог принимал эту жертву. Now I've used the word the holy place and the holy of holies. Я использовал слова «святилище» и «святое святых». The word holy, kadosh, Слово «святой» «кадош» means that which is set apart, which is separate, означает «отделенный», в that стороне. which must be treated with special respect and reverence. То, к чему должно относиться с особым уважением, с особым благоволением. You remember that Благоговение. God said to Moses at the burning bush, Помните, когда Бог сказал Моисею у горящего куста: take off your sandals, the ground you stand on is holy. «Сними обувь с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, святая земля». Now, the ground did not have moral quality of good or evil. А у земли нет моральных качеств добра и зла. What it meant was this. Но что он имел в виду, это было Moses was следующее. standing in the presence of God being revealed to him. Моисей стоял в присутствии Божьем, когда он открылся или открывал себя Моисею. Being in the presence of God, Будучи или находясь в присутствии Божьем, experiencing God's presence, переживая Божье присутствие, everything associated with that experience had to be treated with respect. все, что относится к этому присутствию, к нему нужно относиться с And in the уважением. customs of his civilization, И в традициях той you would цивилизации take off your shoes as a sign of respect. вам необходимо было снять обувь как знак уважения. And that is what was meant by holy ground. И как раз это имелось в виду, когда говорилось «святая земля». That which is holy is set apart. То, что святое, всегда отделялось в стороне. It is special and separate. Это особое, оно отдельно. In the tabernacle, the various pots and pans and utensils were holy. В скинии некоторые вещи и предметы были или считались святыми. Not because they were made of gold, Не потому, что они были изготовлены but из they were made золота. of gold. Они были изготовлены из золота. But they were not because they had a moral quality. Не потому, что в них содержалось моральное качество. Something made of metal does not have any moral quality. Есть нечто, сделанное из металла и не имеет моральных качеств. They were holy vessels because they were used for the service of God. Они были святыми сосудами, потому что употреблялись для служения Богу. You could not use those vessels for the service of God and then just use them for anything else you wanted. Вы не можете использовать их для служения Богу, а потом их же использовать для чего угодно. These things that were used for God had to be treated with honor. То, что использовалось для служения Богу, к нему должны были относиться с уважением, с благоговением. Now, it's the same with us. То же самое и с нами. God says, you be holy because I'm holy. Бог говорит: «Будь свят, ибо я свят». I want to use you for my purposes. Я хочу использовать тебя для своей цели. If your life has been given to me, says God, Если твоя жизнь отдана мне, говорит Господь, then you are holy. тогда ты свят. You are special. Ты особый для меня. You are set apart for my service. Ты отделен в стороне для служения And you мне. cannot just do anything you want with your life and still be used by God. И ты не можешь делать все, что тебе придется в своей жизни, все, что вздумается, и быть использованным If для you want to Бога. be used by God, Если хочешь использоваться для Бога, then you must live in the right way. тогда ты должен жить правильной жизнью. Everything of your life must be treated with honor and respect. Все в вашей жизни, что вы делаете, должно быть с This, почитанием of и с course, in уважением. our case, includes moral behavior. В нашем случае, конечно, это включает в себя мораль, моральное поведение.
But everything to do with our life must be treated with honor if we're to serve God. Но все, что связано с нашей жизнью, к нему должны относиться с почтением, если же мы собираемся служить Богу. Holiness is not a static idea, it's dynamic. Святость – это не статическая идея, это динамическая идея. In the Old Testament, В Старом Завете the things which were made holy вещи, которые были сделаны святыми, were always used for something. всегда использовались для чего-то. They were set apart, but they were set apart for a purpose. Они отделяли их, но не отделяли их для определенной цели. When God sets us aside for His purposes, His use, Когда Бог берет и отделяет нас для того, чтобы использовать для it's своего not just for us to потребления, sit down and be very good people, не просто чтобы сидеть и быть хорошими людьми, to say, I'm holy. чтобы сказать «Я святой». God's not going to do that with you. Бог не будет этого делать с He вами. wants to take you and use you. Он хочет использовать вас. That is holiness. И это называется святостью. Set apart for a purpose. Отделить для определенной цели. Now, when we speak of the holiness of God, Когда мы говорим о святости Божьей, His holiness includes all of His attributes. Его святость включает в себя все Его качества. It's like a diamond, which is cut in many facets. Это как алмаз, который режется под разными углами. When the light shines on it, it's like fire. Когда свет светит на него, он как Beautiful огонь. colors. Прекрасные цвета. But it's the diamond itself which is reflecting them all back. Но это сам алмаз, который отражает этот свет. God is holy, Бог святой. totally separate, other, set apart, Он полностью отделен, to be treated with awe and honor. чтобы к нему относились с благоговением, с почтением. We think of the light and splendor of His glory, Мы думаем о свете, о красоте, о сиянии Его, His majesty and serenity, о величии и могуществе Его, His awesome purity, о Его абсолютной His чистоте, divine power, о Его божественной силе, His inexpressible beauty, о Его невыразимой красоте, His limitless knowledge, и Его безграничном His знании, inescapable presence, в Его неизбежном His присутствии, unfathomable wisdom, в Его бесконечной His мудрости, incorruptible justice, в Его непогрешимой His справедливости, boundless love, в Его безграничной and любви His inexhaustible grace. и в Его неисчерпаемой These are all благодати. attributes of God, Эти все качества Божьи, but they are all aspects of His holiness. но это Его аспекты Его святости. That which makes God God. Это то, что делает Бога Богом. And when God calls us to be holy, Когда Бог призывает нас к святости, чтобы быть святыми, what He asks for что Он просит от нас? is that we should mirror in our lives His character Чтобы мы отражали как зеркало Его характер. and make His character known in the world. И чтобы Его характер был познан в мире. Now, another thing we see in the tabernacle И еще нечто мы видим в Скинии, is that sin could be atoned for. что грех может быть искуплен. Now, God gave the Israelites His law. Бог дал израильтянам свой закон. If we look at those laws in the Old Testament, И когда мы посмотрим на этот закон в Старом Завете, we realize that when we look at our own lives, we've broken that law. мы понимаем, когда мы посмотрим на свою жизнь, мы нарушили этот закон. The law said you will not covet, you will not try to want to have something that belongs to someone else. И закон говорит, что мы не должны желать того, что принадлежит кому-то другому. The law said that we should love God with all our heart and soul and mind and strength. И закон говорит, что мы должны возлюбить Бога всем существом своим, всей душой своей, всем разумением The своим. law said we should love our neighbors
as we love ourselves. Закон говорит, чтобы мы возлюбили ближнего своего, как самого себя. Well, we look at that and we say, I haven't done that. И мы посмотрим на себя и говорим, мы не сделали этого. And so the law gave a consciousness of sin. И поэтому закон дает как бы совесть или сознание о In the New грехе. Testament, the Apostle Paul said В Новом Завете апостол Павел сказал in Romans chapter 3, verse 20, Римлянам, послание Римлянам, глава 3, 20 Therefore, стих. by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. But when the Israelite came to the tabernacle, something else happened. Но когда израильтяне подходили к скинии, нечто происходило. It may sound a little strange to us today, Может быть, это звучит немножко странным для нас сегодня, but it seemed very natural and normal within the culture and civilization that they had in the world in но those это days. звучало натурально, естественно, нормально для цивилизации того времени. And it did teach them an important lesson. И оно преподало им очень важный The урок. Israelite would bring an animal, Израильтяне приводили животного. an animal that belonged to him. Животное, которое принадлежало ему. It was his property. Это была его It was собственность, part of his life. это была часть его жизни. And he put his hands on the head of that animal. И он ложил руку на голову этого животного. Now, touching it was very important. Прикосновение очень важно. Let me show you something with our interpreter here. Позвольте мне показать нечто с If I meet нашим him, I may shake переводчиком. his hands. Не возражаешь, если я пожму тебе руку? When we touch each other like that, there's an identity between us. Когда мы прикасаемся друг к другу, это мы опознаем себя друг Now, при if другом. he's a special friend, I may even hold his elbow or something. Если же он особый друг, я, может быть, даже вот так вот прикоснусь к его локтю. I may even give him a hug. Я, может быть, даже обниму его. You see, physical contact like that Физический контакт такого рода means there's identity. символизирует You don't touch an enemy опознавание. like that. Вы не прикасаетесь к человеку, The closer the physical contact, к любому, к страннику. Чем ближе the физический closer the контакт, identity. тем ближе опознаваемость. I can hold this Bible, this book. Я могу держать эту книгу, эту Библию, It happens to be a Bible that I bought. и это случилось как раз, что это Библия, которую I я can hold купил. И я держу ее. Things that are not mine, I may have to ask permission to touch them. И то, что не мое, возможно, мне придется спросить разрешение, чтобы прикоснуться к нему. When the Israelite put his hands on the head of his animal, he was saying, "This is mine, it's part of my life." Когда израильтянин ложил руку на голову его животного, он этим говорил, что это мое, это часть моей жизни. In the culture of those days, И в традициях того the времени, animal was almost like an extension of himself. если же это животное представляло полностью, почти как продолжение Then его he жизни, confessed his sin, он может исповедовать свой грех, that he'd broken the law of God. где он нарушил закон Божий. Now, if your hands are dirty Если же ваши руки грязные, and you touch something that's и вы clean, прикасаетесь к чему-то, что чисто, do you become clean because you touch it? вы становитесь чистыми из-за того, что прикасаетесь? No, you don't. Нет. But does the clean thing become dirty because you touched it with dirty Но hands? чистое становится грязным, потому что вы касаетесь к нему грязными руками. Yes, it does. Да, это So происходит. this is a picture. Это картины. The Israelite touched that animal and confessed his sins as he touched it. Израильтянин прикасался к этому животному, и он делал его грязным, потому что он в He грехе. knew that he was under the punishment or sentence of death because he'd broken God's law. Он знал, что он находился под приговором смерти, потому что он нарушил закон. But God did not kill him. Но Бог не убил его. He was allowed to kill that animal Он позволил, чтобы животное было убито and offer it to God. и предложено Богу. His sin had been carried by another, И его грех был понесен другим. but not just any other, Но не кем-либо другим, by another with whom he belonged. но другим, которому он принадлежал.
by an animal he'd identified himself with voluntarily by touching it. И животным он сам себя опознал, добровольно прикасаясь к нему. And at the moment of touching it, he was confessing his own sin and his own need before God. И в момент прикосновения он исповедовал свой грех, исповедовал свою нужду пред Богом. He was asking for forgiveness. Он просил прощения. This prepared the Israelites to understand what Jesus came to do. Это подготавливало израильтян, чтобы понять, для чего должен прийти Иисус. John the Baptist said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Иоанн Креститель сказал: «Вот Агнец Божий, который взял грехи мира на себя». And he pointed to Jesus Christ. И он указал на Иисуса Христа. When Christ died on the cross, Когда Христос умер на кресте, he had become one with us, with his humanity. Он стал одно вместе с нами в своей человечности. When we come to God, Когда мы приходим к Богу, at the same time, в тот же самый момент we confess our sins. мы исповедуем наши грехи. We say, "I'm a sinner, God forgive me." Мы говорим: «Я грешник, Боже, прости мне». We reach out to Christ and touch him. Мы тогда простираем руку ко Христу и прикасаемся к Нему. We identify with him. Мы признаем, опознаем себя с You Ним. remember what we said about community and identity. Помните, что мы говорили об обществе, об опознавании нас с обществом? Christ himself accepts us Сам Христос принял нас as belonging to him, как принадлежность, как мы being принадлежим к Нему, part of his people, и как мы являемся частью Его народа, and his death atones for our sins. и смерть Его искупляет грехи наши. In the book of Hebrews, В послании к евреям, chapter 10, verse 1, 10 глава, 1 стих, it says, "The law was having a shadow of the things to come." говорится: «Закон, имея тень будущих благ». I want you to think of it like this. Я хочу, чтобы вы подумали над этой строчкой следующим A образом. tall man is walking over a hilltop. Высокий человек идет по вершине холма. The sun is behind him, Солнце за ним. and he casts a long shadow in front of him. И большая тень бросается пред ним. Now, as he walks forward, which comes first, him or the shadow? Когда он идет впереди, когда он идет вперед, что впереди, тень его или он сам? The shadow comes first, Конечно же, тень впереди идет, because the sun is behind him. потому что солнце сзади его. So, the sacrifices of the Old Testament historically came before Jesus Christ. Поэтому исторически жертвоприношение за грех шло впереди Иисуса Христа. But when the man is walking forward, Но когда человек идет вперед, does he take his shape from the shadow, or does the shadow take its shape from him? принимает ли он форму его тени, или же тень приобретает форму его? The shadow takes its shape from him. Тень приобретает форму его. It's his shadow. Это его тень. The sun is behind him. Солнце за ним. And so we can say that the sacrifices of the Old Testament foreshadowed Christ. Точно так же мы можем сказать о жертвоприношении в Старом Завете, что они были тенью будущего. Historically, they came first. Исторически они пришли первыми. But they were the way they were because God had already determined that Christ would come. Но они были такими, какими они были, потому что Бог уже предопределил пришествие Христа. That's why God gave them. Вот почему Бог их дал. Because in the mind of God, Потому что в разуме Божьем Jesus Christ was the lamb already killed before the foundation of the world. Иисус Христос уже был заклан до создания мира. If those sacrifices had not been made, Если бы эти жертвоприношения не делались, could God have given
to the prophet Isaiah his prophecy. Мог бы Бог дать пророку Исаии пророчество? You know, Isaiah talks about Jesus Christ. Вы знаете, что Исаия говорил об Иисусе Христе Hundreds of years before Jesus came. сотни лет до пришествия Иисуса. And he says that all of us have gone astray like sheep, И он говорит, что мы все, как овцы, заблудившиеся. each one of us has gone his own way, not Каждый из нас God's way. пошел по своим путям. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. И Господь возложил на Него наши нечестия, наши грехи. And he is brought like a lamb to the slaughter. И Он был приведен как агнец на заклание. And then Isaiah says, he was wounded for our И transgressions. затем Исаия говорит, что Он был изранен за наши грехи. And he was bruised for our iniquities. И Он был истязаем за наши беззакония. And on him was the punishment that made us whole. И на Нем было наказание наше. And similarly, we read in 1 Peter chapter 1, И аналогично, если мы прочитаем первое послание Петра, 1 главу, and verse 19, это 19 стих. you have been redeemed with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was made предназначенного, known, manifest in these last times for you. предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. And there are other verses in the Bible Есть другие стихи в Библии, that say something similar. которые говорят нечто подобное. For example, in the book of Revelation, Например, в книге Откровения it describes описывается Jesus Christ as a lamb as though it had been slain. Иисус Христос как агнец закланный. We don't need to read it all now in Нет необходимости читать это все Revelation 5, сейчас. verse 6. Откровение 5-6. But look at verses 9 through 12. Но давайте посмотрим на стихи с 9 по 12. Verse 9. Стих 9. They sang a new song. You are worthy to take the scroll and open its seals, for you were slain and have redeemed us to God by your blood out of every tribe and tongue and people and nation. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». And verse 10. И 10 стих. You have made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. «И сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на And земле». verse 12. И 12 стих. Saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Которые говорили громким голосом: «Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, So и you see that благословение». what began there in the beginning of the Old Testament goes right through to the very end of the New Testament. Видите, то, что началось с самого начала Старого Завета, подошло к самому концу Нового Завета. And so God was dealing in this way with the people of Israel. И Бог имел дело таким образом с Израилем, Unifying them as a people, объединяя их как народ, showing them that their identity was in the covenant community, показывая им, что их опознавательность находится в завете общества, giving them his laws of morality, давая им закон морали, but within the culture that they experienced, но в рамках той культуры, которую showing они them that they испытали, had broken his law,
показал им, что они нарушили закон, but that he would forgive them, но Он простит им, making a way to cover their sin даст им возможность and закрыть preparing их them spiritually грех for the coming of Christ the Messiah. и подготовит их духовно к пришествию Христа Мессии. So you see why the Old Testament is so important. Теперь вы видите, почему Старый Завет так важен. That is the beginning of the process, Это начало процесса, which comes to the cross and the empty tomb of Christ. который подводит нас ко Христу и к пустой гробнице Христа. And our relationship with God through Christ. И наше взаимоотношение с Иисусом Христом. But you know, there's one little word John the Baptist used that I like. Но есть одно слово, которое использовал Иоанн Креститель, и оно мне очень нравится. In the Old Testament, В Старом Завете, when it talks about atonement for sin, когда говорится об искуплении грехов, it uses a word kafar, meaning to cover. используется слово «кафар», обозначающее «покрыть». The Day of Atonement, День искупления. in Hebrew they called it Yom HaKippurim, the day of covering. На еврейском языке это звучит «Йом и Покарим», День покрытия. Yom HaKippurim. Йом и Покарим. And but John the Baptist Но Иоанн Креститель said, "Behold the Lamb of God who говорит: takes away the sin of the world, not just covers it, takes it away." «Вот Агнец Божий берет грехи мира на себя, не покрывает, а берет». The writer to the Hebrews in the New Testament И автор послания к евреям в says Новом that Завете those sacrifices could never take away sins. говорит, что эти жертвоприношения не смогли забрать грех, удалить его, Because they were only a picture of what was to come. потому что это была только картина того, что придет, что грядет. But Christ has appeared Но когда Христос явился, to take away the sin. Он явился, чтобы взять на He себя has грехи. not gone into a tent, Он не будет входить в палатку или в but скинию, into heaven itself, но в небеса. the very presence of God, which was symbolized by the Holy of Holies. Присутствие Господне, что олицетворялось или представлялось святое святым. And He has created a new covenant. И Он создал Новый Завет God does not или now установил write Новый His Завет. law on tablets of stone, Бог уже не пишет свой закон на скрижалях, but He writes them in our hearts and in our minds, но Он пишет его на скрижалях сердца нашего и в нашем so that разуме. they're part of what we are in ourselves. Ибо это часть нас, того, что мы есть, находится Now, внутри the нас. people were ready to move into the promised land. Теперь уже люди готовы для того, чтобы войти в обетованную землю. Moses died at a good old age. Моисей умер в преклонных годах. He was 120. Ему было 120 лет. And when we come to the book of Joshua, Когда мы подходим к книге Иисуса Навина, chapter 1, первой главе, verse 2, 2 стих, God says, Бог говорит: Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, that's the river, you and all this people, to the land which I am giving to them, the children of Israel. «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я дал им, сынам Израилевым». And verse 5. И 5 стих. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you, nor forsake you. «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Verse 7. 7 стих. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. «Только будь тверд
и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, и не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Verse 8. 8 стих. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do all that according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешным в путях твоих и будешь поступать благоразумно». This sounds very encouraging, Звучит все очень but ободрительно, it also does have a problem. но здесь есть и проблема. Because the success of the covenant depended on the obedience of the people. Так как успех завета зависит от послушания людей. And if you understand that, you'll understand the whole of the Old Testament. И если вы понимаете это, вы поймете весь остальной Старый Завет. Because that is what is worked out in the whole of the Old Testament. Потому что это то, что постоянно прорабатывалось через весь Старый Завет. When the people and their leaders obeyed the law of God, they were in blessing. Когда народ и их вожди подчинялись закону Божьему, они были благословенны. When they broke that law and were disobedient, they were in disaster. Когда они нарушали закон, когда они впадали в непослушание, тогда они попадали под бедствие. And people being what people are, И they had problems. люди всегда оставались людьми, и у них появлялись проблемы. But first they had to get into the land. Но прежде, конечно, они должны были попасть в землю обетованную. And they had to cross the river Jordan. Они должны были пересечь Иордан. And so they came to the banks of the river. Они подошли к берегу реки, The priests were carrying the Ark of the Covenant on their shoulders. и священники несли на своих плечах ковчег завета, And God said, walk into the river. и Бог говорит: «Входите в реку». And it was only when the feet of the priests actually were wet and went into the water that God did something. И как только ноги священников оказались в воде, тогда Бог сделал нечто. It was at that moment the river dried up В тот момент река and высохла, the people crossed over safely. и люди в безопасности перешли реку. Now, they came into the land of Canaan. Итак, они пришли в Ханаан. And as we close this session, I want to talk a little bit about it. И в заключении этого урока я хочу немного поговорить об этом. Let me first just show you where the land is on this map behind me. Прежде всего, позвольте показать мне, где находится эта земля вот на этой карте. This is the Middle East. Это Средний Восток. Now, this area is desert. Этот район — пустыня. Here is the sea. Здесь море. The promised land is here. Обетованная земля вот здесь. To the south was a great power, Egypt. К югу великая сила — Египет. To the north was another great power, Assyria. На север еще одна большая сила — Ассирия. Over here were the Hittites. Вот здесь хиттияне. Down here, the Babylonians. Вот здесь вавилоняне. And later, over here, the Persians. Немножко позже здесь But all Пруссия. these armies had to come down from the north through this land. И армия должна была пройти через эту землю, вот вдоль этой земли. And there were great empires there. И там были большие, очень великие империи. Egypt, too, was a great world power. И египтяне были очень тоже сильной державой в то время. Over here, there was desert. Здесь была пустыня. So when the Egyptians wanted to conquer somewhere, they went up north. И поэтому, когда египтяне хотели завоевать нечто, они шли на север. So this little land was in a very difficult place. И поэтому эта маленькая земля оказалась в трудном очень It was положении. between the great powers. Она находилась между великими державами. Armies marching north, armies marching south. Армии маршируют на север, и армии маршируют на юг. A small country between great powers. Маленькая страна между великими державами. That's a difficult place to be.
Это очень трудное But место, God chose that но Бог избрал его, because the people would have to trust Him. потому что люди должны доверяться Ему. When they were obedient, Когда они находились в послушании, those great powers were weak. эти великие силы державы были слабыми. When they were disobedient, Когда они впадали в непослушание, those powers became strong and they were invaded. тогда эти силы Now, укреплялись, in our next возрастали, lesson, и we're их going to look more захватывали. closely at the land of Canaan. На следующем уроке мы подойдем ближе к изучению земли ханаанской. We're going to see its geographical regions Мы рассмотрим их географические and how the географическое people there местоположение had to depend on God. и как люди должны быть зависимы от Бога. So please make sure that you're with us next time, Итак, пожалуйста, мы приглашаем вас на следующий урок, and we shall look at the book of Joshua and the book of Judges. и мы будем изучать книгу Иисуса Навина и книгу Судей. God bless you. We'll see you then. Пусть Господь благословит вас. До следующего урока.